Рим. Гул толпы, рев легионов, запах вина и пыли. На форуме появляется человек в лавровом венке. Толпа кричит его имя – Цезарь. Его имя стало символом власти. Его смерть – символом предательства. А его жизнь – предупреждением для всех, кто мечтает стать богом среди людей. Это история Гая Юлия Цезаря, человека, который превратил республику в империю, человека, чье имя стало титулом для царей и кайзеров, и человека, который заплатил за власть собственной кровью. Если любишь истории, где один человек меняет судьбу мира, подпишись. Впереди войны, императоры и легенды, рожденные из хаоса. Гай Юлий Цезарь родился в 100 году до нашей эры в древнем, но беднеющем римском роде Юлиев. Они утверждали, что их род восходит к самой богине Венере. Для юного Гая это было не просто легендой, это стало оправданием его будущего величия. Мать Цезаря, Аврелия, считалась одной из самых влиятельных женщин Рима. Именно она вылепила из сына будущего диктатора. В 16 лет он потерял отца, а через год женился на Корнелии, дочери врага диктатора Суллы. Когда Сулла приказал ему развестись, Цезарь ответил: «Я не отрекусь от нее». За это его объявили вне закона. Он сбежал, скрывался, жил впроголодь, но не сдался. Сулла однажды сказал: «В этом мальчике слишком много Мариев. Я вижу в нем множество Сулл». Он оказался прав. Во время бегства на восток Цезаря захватили пираты. Они потребовали выкуп – 20 талантов серебра. Он рассмеялся и сказал: «Вы не знаете, кого пленили? Требуйте 50». Пока рабы собирали деньги, он жил среди пиратов, шутил, писал стихи и обещал: «Когда вы меня отпустите, я вас распну». Пираты смеялись. Но зря. Через месяц Цезарь вернулся с флотом, поймал пиратов и распял их всех. Перед казнью он приказал перерезать им глотки, чтобы они не страдали. Даже в распятии врагов он оставался милосердным. Вернувшись в Рим, он понял: народ любит хлеб и зрелище, и дал им все. Он устраивал пышные праздники, раздавал еду, устраивал гладиаторские игры за свой счет. Чтобы оплатить эти зрелища, он занял деньги у богатейших людей Рима. Его долг в пересчете сегодня превысил бы $100 миллионов. Но взамен он получил главное – любовь народа. Он был обаятелен, остроумен и, как говорили современники, опасно красив. Женщины боготворили его, мужчины ненавидели. Он поднимался все выше – квестор, эдил, претор, понтифик. И вот настал день, когда он заключил союз с двумя самыми влиятельными людьми – Помпеем и Красом. Так родился первый триумвират – союз, в котором Цезарь был мозгом. Цезарь получил командование в Галлии. Враги думали, что он исчезнет на краю империи, но он превратил варварские земли в источник своей легенды. За 8 лет он покорил почти всю современную Францию и Бельгию. Его армии прошли через Альпы, переправились через Рейн и даже вторглись в Британию, впервые в истории Рима. Цезарь не просто воевал, он писал. Его записки о Гальской войне стали хроникой его гения. Он писал о себе в третьем лице, чтобы казаться объективным историком. Этот трюк политики используют до сих пор. Солдаты боготворили его. Они говорили: «С Цезарем можно победить даже богов». И действительно, кто еще осмелился бы пересечь Рубикон? 49-й год до нашей эры. Цезарь стоит на берегу маленькой реки Рубикон, границы Италии. Перейти значит начать гражданскую войну. Остановиться значит потерять все. Он бросает кости и говорит: «Жребий брошен». С этого момента пути назад не было. Война была стремительной. Помпей бежал в Египет, где был убит. Когда Цезарю принесли его голову, он заплакал. Римляне не убивают римлян. В Египте Цезарь встретил Клеопатру. Их союз стал не просто романом, а политическим договором, скрепленным ребенком Цицеридий, Цезарионом. Цезарь возвращается в Рим как победитель. Сенат встречает его как спасителя. Его объявляют диктатором сначала на 10 лет, потом пожизненно. Его статуи стоят рядом со статуями богов. Он подписывает документы словами: «Я сказал, значит, будет так». На монетах впервые появляется живой человек – Юлий Цезарь. Рим содрогается. Раньше на монетах изображали только богов и умерших героев. Он реформирует календарь, строит библиотеки, упрощает законы.
современный календарь до сих пор основан на его реформе, а июль – это месяц его имени. Но чем выше он поднимался, тем громче звучал шепот. Сенат боялся. Он хочет стать царем. А Рим ненавидел царей со времен Тарквиния Гордого. Любой, кто примерял корону, подписывал себе приговор. Среди его окружения был Брут, человек, которого Цезарь считал почти сыном. Именно он стал лицом заговора. Заговор включал более 60 сенаторов. Они не хотели убить человека, они хотели убить идею монархии. 15 марта 44 года до нашей эры Цезарь входит в Сенат, держа в руках свиток законов. Вокруг друзья, союзники, ученики. И вдруг удар ножа. Потом второй, третий. Он пытается говорить, но слова тонут в крови. Он видит перед собой Брута. И тихо произносит: «И ты, дитя мое». Он падает у подножия статуи Помпея, своего бывшего врага. Так Рим сам убил свою республику. После убийства начался хаос. Толпа ворвалась в Сенат. Заговорщики бежали, думая, что вернули свободу. Но народ требовал мести. Через 2 года Цезаря официально обожествили. На небе появилась комета, и римляне решили, это его душа, возносящаяся к богам. Его приемный сын Октавиан стал новым лидером. Он уничтожил убийц и создал новую систему – Римскую империю. Так смерть Цезаря положила конец республике и родила новый мир. С тех пор слова «царь», «кайзер» и «цезарь» означали одно и то же – власть. Я пришел в мир не для того, чтобы быть обычным. Я видел, как люди делят хлеб и страх. И понял, им нужен не закон, им нужна воля. Я дал им порядок, дал им империю и заплатил за это своей кровью. Если однажды поднимешься слишком высоко, не удивляйся, если рядом не останется никого, кроме ножей. Над Римом загорается звезда. Римляне смотрят вверх и шепчут: «Это Цезарь, возносящийся к богам». Его имя стало вечным, его судьба – зеркалом для всех, кто ищет власть, а его история – напоминанием: нельзя править миром, не потеряв себя. Поставь лайк, если веришь, что гений и гибель – 2 стороны одной медали. Подписывайся. Впереди Август, Нерон, Константин. Каждый из них заплатил за власть так же дорого, как Цезарь.